Всем привет! Меня зовут Максим, вы на канале Moto-Maximus, и сегодня у нас с вами на обзоре тема моторных масел. Дело в том, что я решил перейти со всеми нами любимого моторного масла Motul на всеми нами пока еще не очень любимого, но у него все еще впереди, моторное масло Eni. И несмотря на то, что у меня уже закуплена канистра масла Motul для замены его в моем Yamaha Super Tenere, я все-таки решил попробовать в этом сезоне масло Eni, и вот оно мне пришло. Давайте попробуем разобраться, что предшествовало принятию такого решения. Очень давно я связан с маслом Motul, думаю, не только я, многие мотоциклисты. Но вот в этом сезоне я решил попробовать масло Eni. Начнем с того, что, конечно же, основополагающим в принятии этого решения была цена. Цена на масло Motul последние годы неумолимо растет. И вот вам, друзья, простая математика. Вот перед вами канистра масла Motul 4 литра. Так вот, эта канистра сегодня в нашем регионе стоит от 4200 рублей до 4400 рублей. А здесь перед вами 6 литров масла Eni, которое я купил у официального дилера в Москве. И с учетом доставки до меня компании SDEC, 6 литров этого масла обошлись мне в 3028 рублей. 4 литра 4000, 6 литров 3000. Разница понятна. Объясню сразу, почему 6 литров, потому что я решил сменить масло не только в Yamaha Super Tenere с Motul на Eni, но и решил в Suzuki DRZ тоже попробовать это масло. И еще одним фактором, почему было принято решение поменять масло, это разговоры о том, что Motul сейчас очень и очень активно подделывает. Ну и в принципе это логично, масло стало стоить очень дорого, можно его подделать и заработать хорошие деньги. Но если с ценой все понятно, тут дороже, тут дешевле, давайте поговорим о технических характеристиках этих масел. Допуски и по тем маслам совершенно одинаковые. Вопрос только внутренних присадок. Ну, о них можно говорить вечно. Правду мы не узнаем никогда, потому что есть мнение, что там заливаются специально разработанные присадки, а есть мнение, что все масла льются вообще чуть ли не с одной бочки. Не будем сейчас в это углубляться. В последнее время я использовал Motul 7100 с вязкостью 10В40, но мне захотелось залить себе масло немного погуще, 10В50. Связано это с тем, что когда я езжу в жару, мотоцикл у меня объемом 1,2 литра, он и так теплонагруженный мотор, плюс ко всему жара, мне стало казаться, что на высоких температурах масло не справляется уже. Ну, может быть, это мои какие-то ощущения, а может быть, на самом деле так. Ну, в общем, мне хочется попробовать масло, у которого жаростойкий верхний порог немного выше. И рассматривая варианты масел, я задал вопрос своим друзьям, коллегам по цеху, мотоциклистам через Instagram, попросил посоветовать мне: ребята, какое же масло льете вы? Ну, скажем так, из 50 человек, которые мне ответили на мой вопрос, 40 человек написали именно масло Eni. Многие уже на нем ездят, довольны соотношением цены и качества, моторы чистенькие, все прекрасно. Поэтому я решил прислушаться к совету друзей и обратил внимание все-таки на масло Eni. По каталожным допускам это масло полностью соответствует всем требованиям, которые прописаны в мануале моего мотоцикла, как и Yamaha Super Tenere, так и Suzuki DRZ 400. Соответственно, это масло туда подходит. Это полная синтетика. Точно так же, как и 7100 полная синтетика, так же и здесь. В принципе, многие советуют лить полусинтетику, но я сторонник лить в новые моторы, которые уже современные, все-таки синтетические масла. Это уже 21 век, и моторы, я думаю, ориентированы как раз на эти масла. Взял я масло с вязкостью 10В50. Хочу сказать пару слов о процессе подбора масла. Дело в том, что я живу на Северном Кавказе, в регионе Кавказских минеральных вод. Те, кто местные или бывал здесь, вы знаете, что с мотоциклетными товарами у нас, мягко говоря, туго. 2 магазина на 10 городов, и у тех ассортимент не всегда полный, приходится что-то ждать под заказ. Я начал выяснять в этих магазинах, могут ли они привезти мне масло Eni и что они посоветуют. Несколько продавцов, поставщиков откликнулись, сказали, что да, без проблем, мы привезем тебе масло Eni, все, и даже не спросили, какое. Когда я начал выяснять, а что вы мне порекомендуете, на сайте групп Eni там куча масел, они говорят, ну там придет, разберемся. Но меня такой ответ не устроил, я зашел на сайт официального дилера масел Eni в России, enirus.ru, там есть прекрасный, во-первых, электронный каталог подбора масел. Вы вводите туда марку, модель, год вашего мотоцикла, и сама компания Eni предлагает вам
по вашим допускам определенные масла, а вы уже среди них выбираете, что вы хотите. И плюс ко всему у них есть замечательная служба поддержки, я с ними связался. Ребята, в принципе, грамотные, толковые. В описании к этому видео я оставлю ссылку на сайт. Поэтому принято вот такое решение. В сезоне 2021 года я планирую отъездить на этом масле как на тяжелом мотоцикле, так и на легком, и посмотреть, какие будут результаты. Забегая вперед, хочу сказать, что если это масло, скажем так, покажет себя хотя бы не хуже, чем Матюль, я однозначно перейду на него, потому что, друзья, цена практически в 3 раза дешевле. Это сейчас актуально. Я думаю, что лишняя копейка в кошельке никому из нас не помешает. Лучше закажем на эти денежки что-нибудь с AliExpress для своих любимых мотиков. Вот такое, друзья, масло. Any iRide Racing называется. Но там есть разные модификации для более спортивных мотоциклов или же мотоциклов там теплонагруженных. Вот здесь у этого масла идет спецификация Racing Off-Road. Идет как раз-таки для теплонагруженных моторов, которые используются в разных диапазонах температур. В принципе, этот вариант подходит как для легкого эндуро, так и для тяжелого. Так что вот такое резюме, друзья. Матюль 7100 10W40. Я с него перехожу на Any iRide Racing Off-Road 10W50. Верхний диапазон беру чуть-чуть повыше. Цена в 3 раза ниже. Присадок, как говорят, здесь в этом масле не меньше, чем в Матюле. Поэтому вот такое мое видение по поводу перехода с одного масла на другое. Кому было полезно, пожалуйста. А кому интересен процесс замены на тяжелом эндуро и на DRZ, прошу оставаться со мной. Переходим к замене масла. В общем, для того, чтобы сменить масло в супертенере, я обычно использую вот этот ключ. Можно, в принципе, и руками фильтр открутить, но со временем он прикипает, это довольно-таки сложно, а ключиком вообще без проблем. Также вороток и ключ на 12 головка, для того, чтобы открутить. Тут 2 сливные пробки, напомню, кто не менял ни разу. Там идет основная пробка и пробка маслобака. Маслобак здесь находится внутри в картере. И, соответственно, трещотка с удлинителем и с головкой на 10, потому что алюминиевая защита у меня стоит оригинальная, ямаховская защита. Она крепится на 3 точках. Там идут болты, шестерки и гаечки под 10-ю головку. Открутили, сняли защиту, быстренько все это сделали. И надо еще сказать, что оригинальная ямаховская защита, она позволяет сменить масло, не снимая ее. Здесь есть специальные вырезы под ключ, чтобы добраться до сливных болтов и открутить фильтр. Но так как я ее немножко доработал, те, кто смотрел мой обзор, вы знаете, что я доработал защиту, добавил вот такую вот алюминиевую пластину. Она как раз закрывает у меня маслофильтр от попадания каких-то крупных в него предметов. Поэтому каждый раз, когда меняю масло, я защиту снимаю. Ну и плюс ко всему, масло сюда не попадет, защита будет чистая, не будет потом вонять. Я дал поставить мотоциклу минут 15-20, все масло стекло. Буду прикручивать новый фильтр и заливать новое масло. Yamaha Super Tenere, здесь стоит Hiflo фильтр 204. Практически на подавляющем большинстве моторов у Yamaha стоит 204 фильтр. Здесь та же самая картина. Кстати, есть разные мнения. Некоторые говорят, что фильтр можно менять на 2 замены масла. Не знаю, почему так. Каждый раз меняю масло, каждый раз меняю фильтр.
все, масло залито, завожу мотоцикл, прогреваю, смотрю на давление масла, смотрю подтеки, но это стандартная процедура. Все, запас масла на месте. Этот мотоцикл обслужен. Переходим к DRZ 400. Так, друзья, продолжаем. Продолжаем переход от масла Матюль на масло Eni. Теперь очередь моего Suzuki DRZ 400. Пришлось мне сделать небольшой перерыв, потому что был уверен, что у меня и на Yamaha есть фильтр, и на Suzuki. На Yamaha есть, на Suzuki почему-то у меня не оказалось. Поехал в магазин, соответственно, в магазине тоже нету, пришлось ждать. В общем, Hifla фильтр 139. Вот он, картридж. Сейчас будем сливать старое масло, вынимать старый фильтр, ну и заливать чистенькое новое масло. Ну вот и так бывает. Чуток промазал. Это второй сливной болт. Вот здесь вот он находится в раме. Так как этот болт, это мы сливаем с мотора масло, а еще остается в самой раме масло, оно не сольется, пока не выкрутишь этот болт. Мотор заработал мягенько, мне нравится. Это, конечно, еще психология. Всегда, когда только меняешь масло, тебе кажется, что мотор работает тише. Ну, посмотрим. Ну вот и все, друзья. В обоих мотоциклах масло заменено. Напомню, перешел я с Матюль 7100 на масло Eni. И верхний порог у меня теперь чуть более высокий. Раньше я лил 10 на 40. Теперь лью 10 на 50. Ну и теперь сезон 2021 года. Я катаюсь на этом масле на обоих мотоциклах. Путешествую на Супер Тенере. Покоряю Северный Кавказ и, возможно, не только его на моем DRZ 400. Результаты мы узнаем в ближайшем будущем. Ну а вам я желаю заливать только качественное масло в свои мотоциклы. Ну а там уж по марке и по вязкости выбирайте сами. Но самое главное, друзья, путешествуйте. И всем добра.